Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл Саакаст и Петруха, и добро пожаловать на канал CryptoGamers. Сегодня поговорим о платформе Йо-Йо, Джоджо и Петруха, здорово. Кирилл, привет, зрители, привет. Да, очередной платформа Launchpad, геймпад, можно так сказать, скрещенные с токеном, мемным токеном, социальным токеном, по-разному их называют. Это Йо-Йо. Тот, кто видел наше видео про Йошиков, это, можно сказать, примерно его старший брат или младший брат, форк, не форк, тяжело уже понять, кто из них был первый, кто второй, но суть примерно такая же. Мы тут видим, это у нас все происходит на Binance Smart Chain, видим, сколько здесь токенов, сколько сожжено, сколько адресов хранит, сколько у них фолловеров в Твиттере, в Телеграме, то есть достаточно активное комьюнити такое. Видим, что они тут проводят маркетинг, NFT-шечки, Gamify, да, Play to Earn. Все это интересно. Проект не совсем новый, то есть он уже какое-то время был на рынке. Мы можем посмотреть их roadmap уже, что вот у них была фаза сначала лаунч, обмен, токены. Все это сжигалось, там майнилось. Непонятно было, к чему это приведет. Но самое важное, что сейчас начинается эта сама платформа геймпадов, да, это запуск новых игр, которым они помогают запуститься, запустить свой токен, свои NFT. Как это все будет оформлено, мы сейчас расскажем, покажем. Давайте разбираться вместе. Да, собственно, поэтому нам интересна эта платформа, потому что у нас уже есть хороший опыт из проекта Йоши, потому что система вся точно такая же, и поэтому мы решили записать на эту тему отдельное видео. Да. Для начала, что это такое? То есть это можно назвать, существует у них, есть различные NFT. Это бывает Йо-Йо Genesis есть Йо-Йо какие-то баунти, да, вот у нас есть бронза, сильвер, золото, там за задания их выдают. Генезисные это вот, например, вот у нас стоит фармер застейканы, они там разношерстные есть, на рынке можно их всех посмотреть. Вот перейдя на рынок, включая маркет, выставляем, естественно, по возрастающей цене и выбираем вот оригинальные, да, можем выбрать, вот видим, Йо-Йо Фармер, Йо-Йо Арчев, Доктор, Инженер, Рыцарь и Ученый. Вот, например, самый крутой Ученый, мы видим, $9000, да, сейчас стоит в токене. Да, давай сразу объясни, в чем отличие, да, каждого, да, чтобы понимать. Да, то есть у каждого NFT разного грейда у них есть хэш-пауэр, да, так называемый, который вам позволяет при их застейкивании в пул какой-нибудь, они вам фармят токены. Вот, перейдя в вкладочке пул слева, мы, например, находим Genesis NFT пул. Вот у нас здесь застейкан фармер. Он приносит всего майнинг хэшрейта 100. Есть у нас опция увеличить этот хэшрейт. То есть, если мы застейкаем сюда 4 миллиона токенов, это примерно $3000, да, сейчас, то этот фармер у нас получит мультипликатор x2. x4 будет стоить так, дальше 6, 8 и так далее. То есть, мы видим, что в один пул можно засунуть 8 NFT. Их либо мы увеличиваем мультипликатор, либо оставляем. Ну, это все на ваш бюджет, усмотрение. Считайте сами, смотрите, какие ваши цели. На данный момент нам интересно... Сразу объясни, что дает, да, вообще, если ты вот застейкал, что это дает, чтобы понимать вообще, есть ли смысл в этом, потому что там 3006 да. Там стоят мультипликаторы, это, конечно, все интересно. Давайте, да, на примере, вот, например, что сделали мы. Мы купили, были такие коробки на Binance от Джоджо, от Йо-Йо. При открытии их там было 6 разных NFT. Вот самый редкий из них был Jojo Saber. Он дает 1000 хэш рейтинга. Все это было не работало, на Binance нельзя было вывести, завести. Буквально вот несколько дней назад они это запустили, что это заработало, и открылся новый пул. Вот мы что-то вывели с Binance, что-то купили на рынке, заняли 8 мест Йо-Йо Сейберами, двоим дали мультипликатор, у них стало 2000 хэшрейта, и в суммарно у нас стало 10 тысяч хэшрейта. Вот здесь мы видим my mining хэшрейт 10 тысяч. Теперь вот здесь всегда показатель есть, что 1000 хэшрейта за сутки даст вот такое количество токенов. И по сегодняшней цене это примерно вот $4,4 в сутки. Вы подумаете, окей, ничего себе, тут там 8 таких сейберов, там плюс мультипликатор, это уже прилично там по деньгам, если посмотреть по рынку, да, там, я не знаю, выйти на рынки, взять Йо-Йо Фан, вот мы здесь выбираю фильтр, вот он Йо-Йо Сейбер, от
убывающей к возрастающей, да, то есть $1000, 1100 и так далее. Мы брали, они были чуть подешевле, потому что, да, токен был чуть дешевле тоже. Но суть в том, что мы это берем не для того, чтобы просто фармить токенов, а вот здесь включается платформа геймпада, да. Вот здесь видим Blindbox и Gamebase. Вот здесь начнем с Gamebase. Это, то есть, первый их партнер, первая их игра, которая запускается на их платформе. Она называется Fate Origin. Можно вот тут нажать, перейти их на сайт, посмотреть уже примерно, что это такое, как это выглядит, почитать описание. Когда начнется фаза, видим, какие будут Game NFT, какой-то Феникс, Werewolf, Зайчик тут, свадебная одежда. То есть 4 типа NFT. И вот это будет Game Pool. Вот он в ближайшее время начнется. Как все это будет происходить? То есть будет фаза, вот 5 фаз продаж коробок от этого проекта. Покупая эти коробки, вот тут видим, есть маунт, есть пэт, есть крылья, есть одежда, да, или мода. Вам случайно одна коробка будет стоить 0.4 BNB. Продаваться они будут по одной. То есть вы нажимаем кнопку «Купить», выскакивает MetaMask, подтверждаем, ждем, ускоряем транзакцию. Как пройдет, можем нажимать следующую. Рандомная коробка попадет. В этих коробках вот могут быть 10 видов NFT маунтов, 10 видов пэтов. Мы видим красиво все уже с анимацией, с различной градацией. Написано, сколько их всего штук будет, какой хэшрейт. То есть все достаточно прозрачно и понятно. Это нас радует. И потом, получая вот эти вот NFT-шки, откроется специальный пул под эту игру, где, застейкав их, мы будем фармить токены этой игры. То да, есть токены, место... кстати, сейчас надо сразу понять, что токены не Джоджа будем фармить, а токены именно самой игры. И здесь как раз-таки есть, можно посмотреть платформу Yoshi, там то же самое. То есть все было изначально, есть платформа Yoshi, есть уже различные проекты, это кошки, это стармуны. И как вы видите, они также запускались, мы рассказывали про это, что там вот эти блайндбоксы, и, соответственно, здесь мы получили, застейкали, и что это приносит. Можно посмотреть примерно, как это выглядит, да, никто не говорит, что это будет точно так же, но это примерно, хотя бы понимание, как, что работает. Да, то есть можно посмотреть наше старое видео, мы там больше про Yoshi рассказываем подробно. Ну вот наши результаты, да, вот была первая платформа DNA XCAT, мы вот покупали коробки, вот получилось у нас там вытащить, я успел тогда, по-моему, 11 коробок купить. Самые лучшие я оставил, остальных я продал на рынке, я забил вот 8 мест, где-то дал, нафармил, потом стартанул токен, вот он DXCAT токен, он сначала продавался по $1, сейчас уже он продается около $5 или $4. И вот оно крутит, показывает, что мой майнинг хэш power 1350, при 1000 майнинг хэш power в сутки я получу на сегодняшний момент по цене токена $106 за сутки. То есть неплохой такой получился приятный пассивный заработок. То есть там уже вы решаете, копите, вы ждете, сливаете в стакан, харвестите. То есть это все работает без всяких колдаунов. Можно накапливать токенов, улучшать себе здесь, увеличивать хэшрейт, точно так же мультипликатором, потому что мы видим, сколько в пуле еще токенов осталось. Это по сегодняшней цене на 12 миллионов. То есть можно исходить из этого. Если вам этого мало, можете пойти на рынок, мультиаккаунт, второй адрес и вперед. Да? Давай еще, знаешь, еще уточним, что вот эти застейканные кристаллики, их можно использовать в игре. То есть, чтобы вы понимали, это NFT, который используется не только здесь для фарминга. Это первоначальная задача, то есть проект пока еще не запустился, но уже есть применение этих NFT. Да, как было с этими кошками, да, я забыл рассказать. Вот эти наши кристаллы, то есть мы месяц где-то стейкали, получали доход, как-то фиксировали, не фиксировали, но потом запустился отдельный рынок этих кошек. Вот он здесь был, Mint Genesis Cat. Мы сюда эти кристаллы засунули и получали вот таких вот классных кошек разных, да, на рандоме, которые будут дальше как оригинальные акси, как мифик акси, да, я не знаю, как можно по-разному назвать, ими можно будет играть. Ну, тот, кто не хочет, также это вторичное использование, рынок, кристаллы остались, кошки получили, продаешь, фиксируешь, выходишь, заходишь, это уже дальше там бридишь, если проект нравится, что-то оставляешь. Мы очень Давай хорошо... еще, да, про Starmoon, давай тоже, что это тоже, да, как бы проект еще один, который запускался, система точно такая же, вот
идет опять стейкинг, давай посмотрим, сколько зарабатываем в сутки, наверное. Да, вот у нас здесь тут меньше, мы маленький. успели купить только 4 штуки. Попался один серебряный, один бронзовый, два этих. Мы сейчас стейкаем всего 620 майнинг пауэра у нас. Рисует нам в сутки, и вот с 1000 было бы тоже $100, да. Вот можем прямо сейчас захарвестить, продать, но пока нам это не надо. Да, давай, наверное, опять к Джоджу теперь. То есть, понимаете, да, какая система? То есть здесь сейчас будет аналогично. То есть, как бы проект Йоши, Джоджа, они в этом похожи. Сейчас будут блайндбоксы, 5 фаз, на одном 3800, на следующем, по-моему, 3000 продаж, то есть на следующем еще меньше, на последнем, по-моему, 200 с чем-то, да, там, 320. Да, меньше коробок, и цена чуть-чуть дороже становится. Да. И фишка в том, что как бы желающий может абсолютно любой покупать, как бы тут ничего ограничений нет, только одна коробка в руки, купил, потом можешь еще пробовать, если они останутся, понятное дело. Можно посмотреть, что за проект, как он будет выглядеть, но это, я думаю, можно под отдельный видос, наверное, записать, либо можете уже сами посмотреть. Как бы фишка в том, что Джоджо, он помогает запуститься таким проектом. И что у платформы Йоши, что у проекта Джоджо, у них будет неизвестно какое количество игр. Известно то, что у Йоши еще 2 проекта уже как бы запущено, но пока никто не знает какие. Да? Кто знает, кстати, у тебя открыто там? Да, вот они буквально 10 часов назад вышел твит, они вот мы видим DNA XCAT, Starmona, и вот 2 проекта они еще зарисовали логотипы черным, можно, возможно, как-то догадаться по силуэтам. Да, кто знает, напишите, что это за проект, потому что интересно, что там будет. В Джоджо вроде как 12 проектов они собираются у себя как бы залистить именно по такой концепции. Но вот такая модель, на самом деле, в принципе, вот, если сравнивать с Йоши, она, в принципе, очень крутая в плане того, что интересно применение сразу, что ты можешь застейкать, получать хоть какую-то изначально прибыль в виде токена. Дальше, если тебе нравится сама игра, получается, ты уже можешь как бы либо оставаться в проекте, либо пытаться фиксировать прибыль. И от этого, конечно, как бы радуют такие темы. Да, наверное, кто-то задался вопросом, зачем вы взяли там сейберов, застейкали. Прошла информация, что вот будет в первой игре такой эксклюзивный маунт за застейканные 10 тысяч хэша. Будем надеяться, что нам он достанется, да? Ради этого вся ставка у нас пошла. Да, но там шанс не очень большой, там просто у кого будет 10 тысяч хэшпауэра, как у нас уже, там будет рандомно кому-то дастся в течение 5 дней, то есть может в первые дни все раздаться, может дадут, не дадут, ну такое, как бы, если будет, то плюс. Ну, мы просто по своему опыту решили немножко укрепиться в проекте именно этими сайберами, чтобы фармить пассивно этот токен, потому что в Йоши, кто следил, да, кто зашел с нами в этот проект, я думаю, уже ни один раз не пожалел об этом, поэтому, ну, мы, естественно, не говорим, что там, да, вкладывать, не вкладывать, потому что это, сами знаете, инвестиции, это дело индивидуальное, там уже каждый принимает свои собственные решения. Да, вот они сейчас сравнивают, что Джоджо это типа Shiba Inu плюс SafeMoon, то есть кто знает эти токены, что это и Axie Infinity, N-Fatigue игра, и Game Bus, и все вместе. То есть они так достаточно агрессивно, у них такой маркетинг, но зато у них и большая база пользователей, которые обычно любят играть, да, залетают в проекты. То есть я хотел найти где-то твит про 12 игр, ну, это они часто публикуют. Да, теперь у них, немножко... кстати, агрессивная политика в том плане, что они говорили, что там что-то с Йошиками у них было связано, что они как будто в партнерке, но Йошики сказали, что нет. Ну, потому что, типа, как проекты похожие, да, ну вот... Да, здесь был airdrop, можно было взять вот Йошиков своих сюда застейкать и получить их какой-то их другой NFT. И Йошики тогда от них открестились, сказали, мы не официальные партнеры, но в том-то блокчейн, в принципе, и прикольно, что имея NFT стандарты в разных проектах, можно и в своем проекте их использовать и завлекать к себе пользователей одного другого. Да, хотелось бы рассказать про Bounty, спасибо, что ты напомнил. Вот здесь вот Bounty такая закладка. Перед тем, как вы будете, если вдруг вы решите покупать токены, обязательно берите вот здесь таски, да, вы можете взять таски, например, вот я вот, видите, забрал вот серебряный, золотой. То есть берем вот эти все 3 таска, серебряный, золотой и бронзовый где-то здесь есть, да. Buy YoYo at PancakeSwap, да. И покупаем, допустим, YoYo. И что может быть у вас не проходить еще, если вы будете покупать этот токен,
когда вы будете его покупать, вот здесь, видите, не подгружается иногда. Копируем вот этот адрес и ручками его вот сюда вставляем просто. Вот видите, вот тогда он выскакивает. И можно при покупке, допустим, на 1 BNB, чуть надо подождать, он подгрузится. А, мне не хватает денег, да? Видите, какие? 0,5 BNB, например. Здесь еще в том фишка этого токена, что при каждом транзакции он сгорает. Часть раздается среди всех пользователей, часть сгорает, часть в пул отдается. Поэтому надо всегда здесь ставить sleeperage. И в основном это проходит от где-то 20%. Вот здесь ручками ставим 20, да. Может быть и 15 пройдет, я не помню. Я вроде при 20. Также, если у вас нет возможности продать, выскакивает ошибка, вот тогда потихоньку и пошагово увеличивайте этот sleeperage. Это идем еще раз вот сюда на PancakeSwap, на свопе на шестеренку. И вот здесь в отдельном поле пишем с клавиатуры 15 там, или 20%, да. И тогда у вас все пройдет. Вот. Кстати, хотел, покажи ролик, наверное, игры, наверное, вот этой Fate Original. Может, давай еще про брит чуть-чуть расскажем? Давай, давай, позже перейдем. У нас сумбурно. Просто когда три проекта как бы в одном видео, по сути, это как бы и игра, и сравнение с Йоши, и новый проект, поэтому... Да. А по сравнению с Йоши, вот еще они привязали сюда систему брида, то есть можно брать вот этих генезис оригинальных йо-йо, двоих объединять и получать яйцо, из которого потом появляется ребеночек, да, это маленький йо-йо. Мы его видим на рынке. Здесь вот можно их Йо-Йо X сначала, вот они яйца, да, видите, продают. Есть Йо-Йо Fun, Йо-Йо Child. Йо-Йо Fun это которые были из Binance, Йо-Йо Child это вот те, кто рождаются из двух оригинальных. Они получают наследство части тела. Вы видите, разные части тела. Нажми на какой-нибудь там. Все воодушевлялись аксиками. Вот мы видим properties, это свойства. Вот видите, 3, 6, 10 разных частей тела. Каждая часть добавляет ему хэшрейта этому ребенку. То есть там есть какой-то базовый, плюс вот это все, он, видите, фиолетовый, видимо, какой-то эпический получился. У него майнинг хэшрейт 718. Но это для его своего определенного пула. Тот, кто хочет баловаться вот так вот фармить, какого-то другого применения пока еще нет. Видно вот родителей. И нажимая на родителей, вот, например, родители рыцарь, мы здесь видим, что брит каунт, да, сколько раз его уже забрить. Всего 3 раза можно. И вот у него кстати, уже максимал... интересно, смотри, то, что забридили 2 по 600, а получился 700 с чем-то. Да. То есть получился больше, а вот это получился меньше. А другой меньше, да. То есть, это отдельная какой-то. Вот еще. Не, ну это еще нормально. Ты мог какой-нибудь за 50, наверное, получиться. Мы не бридили, честно скажем. Как бы есть система брида, пока в ней не особо разбирались. Мы немножко другой задачей сейчас именно погрузились. Но она присутствует именно в Йоши, кстати, такого нет. То есть там нет системы брида. Тут есть также механика сжигания, можно так же как в Йошиках фармить Йоши Ангела. Здесь есть Джоджо Геймер, так называемый. Суем сюда каких-то 4 своих оригинальных йо-йо. И в тот день, когда они запускают, и здесь колдаун работает, мы сжигаем и с вероятностью какого-то получаем на 600 хэша вот такого йо-йо геймера. Что еще? Ты хотел какой-то ролик, да, чтобы мы показали от игры? Да, давай, просто чтобы... А то вроде как просто проект мы не стали затрагивать в плане того, что как бы это надо отдельно видео. А просто, что, видите, как в комбинации, посмотреть просто геймплей для интереса. Кому-то, может быть, понравится проект, мало ли. Потому что не уверен, что мы будем снимать по нему отдельно видеоролик. Ну, как бы, игры видно, что развивается. Я, конечно, не очень любитель таких жанров. Но, возможно, кстати, да, если поиграешь, немножко мнение будет другое. Но видно, что и графика уже подкручена. Конечно, не самая топовая. Но хотя бы уже видно развитие блокчейн игр. Это радует, потому что до этого... игры, ну, скажем так, более топорные были, а сейчас есть хоть различные жанры появляются, и скоро будут, конечно, уже next gen совсем проекты, и, возможно, эта игра одна из них, кто знает. Да, никогда не забываем, что не ленимся, пробуем, даже если вам как бы не сильно по душе, возьмите там какие-нибудь там $10-20, попробуйте поучаствовать, потому что, как мы знаем, проекты любят своим ранним адоптерам, да, ранним пользователям как-то вознаграждать. Где-то придет, где-то не придет, но как бы надо поддерживать индустрию, да,
проверять, тестировать, давать свой фидбэк, может быть, да, и говорить, что вот эта игра пошла в правильном направлении, это неправильно, потому что мы с вами развиваем эту индустрию, мы заинтересованы, да, чтобы настоящие геймеры с обычных игр пересели на NFT игры, да, и геймдевы из больших контор призадумались и начали выпускать игры уже с экономикой, переданной в руки игроков, а не все на своих серверах, да, непрозрачно. Ну, я думаю, когда запустится там типа Ливиума, Мирандуса, да, тогда уже Star Atlas, тогда уже, я думаю, можно будет реально посмотреть на всю эту индустрию, как все это реально работает, и будут ли такие крутые проекты, да, потому что сейчас как бы они на слуху, они на виду, будут ли эти проекты реально как бы продвижением дальнейших каких-то блокчейн-направлений. Либо такие проекты еще пока просто физически не готовы. То есть мы пока поймем это, да, естественно, это будут оценки, там, как зарабатывать там, и так далее. То есть как бы сам процесс, будет ли это интересно как минимум и так далее. Я думаю, это, наверное, все, друзья, а то мы как-то в дебри начинаем уходить. Да, но если кому-то интересно, мы оставим ревку на Йо-Йо. Кому не жалко, залетайте по ней. Здесь вот есть какой-то лидерборд. Кто там всех круче рефераловод, да, может быть, нам какая-нибудь NFT-шка за это упадет, а вам, с вас не убудет, так скажем так. И, наверное, все, ставим лайки, подписываемся, и до новых встреч. Да, друзья, и обязательно напишите, кто залетел еще в Ёшиков, просто интересно от нашего первого видео, и всем пока-пока.